Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим самый бесподобно вкусный торт Наполеон. Хрустящие слоеные коржи, пропитанные пломбирно-заварным кремом. Такой Наполеон вы точно не пробовали. Слоеное тесто приготовим самым быстрым способом, сохраняя при этом максимальную слоистость и пористость. Приготовим нежнейший заварной крем и дополним пломбирным вкусом. Такой особенно вкусный Наполеон готовят кондитеры на заказ, а я приготовлю мужу на день рождения. Все тонкости этого Наполеона я расскажу в процессе приготовления. Это очень вкусно. Это слишком вкусно. Для приготовления слоеного теста для Наполеона всыпаем в миску 1 килограмм 120 грамм муки. Хорошенько просеиваем. Берите миску побольше. Этого количества слоеного теста хватит на торт весом от 3,5 до 4 килограммов. Дальше нам понадобится сливочное масло 600 грамм. Берите не маргарин, а именно сливочное масло. Жирность либо 72, лучше, конечно, 82% жирности. В муке делаем углубление. Хорошо замороженное такое твердое масло. Окуная в муку, натираем на крупной терке. Когда будете окунать масло в муку, тогда будет легче натираться. Я прям с морозилки достала масло. Натирать нужно именно замороженное масло, для того, чтобы оно оставалось подольше холодным и не начало таять до того, пока мы натрем все масло и замесим тесто. Это очень важный момент в приготовлении слоеного теста. Все масло натерли. И дальше нам нужно перетереть масло с мукой в крошку. Вот такими вот движениями. Все должно быть такой однородной крошкой мука с маслом. Без вот таких вот крупных комков масла. Все перетираем. Желательно делайте все быстро, чтобы масло не успело растаять. Все, масло с мукой перетерли. Смотрите, какая более однородная крошка получается. Желательно без комков. И вот как только у вас получится такая крошка, добавляем следующие ингредиенты. 1 чайную ложку соли. Слегка перемешиваем и делаем углубление. И дальше нам понадобится 270 мл молока, 150 грамм сметаны любой жирности, у меня 15% и 3 яйца. В углубление вбиваем 3 яйца. Слегка перемешиваем вилкой и добавляем сметану. И всю смесь вот так вот в углублении слегка перемешиваем. И добавляем молоко. И вот так вот постепенно начинаем собирать и вливать и собирать тесто. Вот так вот. Молоко и сметана также обязательно холодные, прямо с холодильника. Сначала работаем вилкой, а потом будем руками. Все делаем быстро. Это тесто не нужно месить долго, его просто нужно собрать в комок. Все, добавили все молоко. И вот так вот, сколько можем вилочкой, собираем все в комок. Так, вилкой уже мне неудобно. Дальше вымешиваю рукой. Так, уже тесто лучше собирается в комок. Но у меня в миске не вмещается, поэтому я все сделаю на столе. Так, еще раз повторюсь, долго вымешивать не надо. Нужно все соединить в один единый однородный комок. Вот так вот. Все, тесто готово. Слегка припыляем стол мукой и разделяем на 12 частей. Можете взвесить. Я буду на глаз разделять. Скатываем в шарики. И выкладываем на разделочную доску либо тарелку, застеленную пищевой пленкой, либо припыленную мукой. Учитывайте, что дополнительно муки на подпыл понадобится примерно 200-300 граммов муки за весь процесс приготовления коржей. Тесто накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на 1 час. Для заварного крема в сотейник либо кастрюлю с толстым дном добавляем сначала яйца, 4 яйца, либо как у меня 3 яйца и 2 желтка вместо 1 яйца. 300 либо 400 грамм сахара. Так как у нас коржи будут не сладкие, к
крем должен быть достаточно сладкий. 2 пакетика ванильного сахара и 80 грамм кукурузного крахмала. Столовыми ложками это 4 таких хороших столовых ложки. 1, 2, 3 и 4. С мукой я не советую делать, можно пополам картофельный либо кукурузный крахмал и пополам мука. Но мука может чувствоваться и давать грудочки в креме, поэтому идеальнее всего будет кукурузный крахмал. И венчиком очень хорошо все перемешиваем до соединения ингредиентов. И вливаем литр молока жирностью 3,2%. Если хотите, можете использовать 2,5%, но 3,2 будет самый вкусный крем. Это уже испробовано. Вливаем молоко. Постепенно вливая тонкой струйкой молоко, перемешиваем венчиком, соединяя 2 массы вместе. И теперь ставим крем на плиту и варим до закипания. И варим на умеренном огне, обязательно помешивая, чтобы не пригорел крем, и доводим до кипения. Как только крем закипит, пропадет эта пенка, и крем начнет густеть. Крем доходит до кипения и сразу же начинает густеть. Провариваем после закипания его 30 секунд и сразу снимаем с огня. Крем готов. Посмотрите, какая у него консистенция. Такое выглядит очень нежно, однородно. Кремовый просто цвет. И сразу же в горячий крем добавляем 100 либо 150 граммов сливочного масла. Я добавлю 130 граммов. И хорошенько перемешиваем. Сливочное масло сразу растает, и крем сделает более сливочным и очень вкусным. Переливаем его в емкость, в которой будете остужать крем. Его можно остужать при комнатной температуре, либо поставить на холодную водяную баню. Такой вот крем получается. Чтобы крем не заветрился, накрываем пленкой в контакт. И пока будем заниматься коржами, крем остынет. Пока готовили крем, уже тесто готово. Оно немножечко стабилизировалось, стало такое холодное и плотненькое. Достаем комочек, а остальное все кладем в холодильник. Припыляем стол мукой и раскатываем в тонкий пласт. Тесто, кстати, очень мягкое, удобное в работе, но очень податливое. Так, раскатываем тонко-тонко. Толщиной не более 2 мм. Чем тоньше коржи, тем вкуснее будет торт. И когда раскатали, слегка его вот так вот на другую сторону, чтобы он стал в свой размер. Вырезаем, какие вы будете диаметром делать коржи. Можно крышкой, кольцом, что у вас есть. Я буду делать большого диаметра. У меня здесь, по-моему, 28 сантиметров. Вырезаем. За время выпечки корж уменьшится примерно на 1 сантиметр, так что это тоже учитывайте. Эти обрезки вы можете собрать в шар, и потом в конце у вас получится еще один дополнительный корж. Либо же прям вот так вот выпекать. Удобнее всего выпекать эти коржи на обратной стороне противня. Застилаем пергаментом. И чтобы корж сильно не расслаивался в процессе выпечки, делаем вот такие вот проколы вилкой. За счет масла он будет сдуваться. И в разогретую духовку на 220 градусов ставим выпекаться на 7-10 минут, в зависимости от румяности коржа. Первый корж готов. Такой вот он получается. И кладем следующий корж. Так, хочу вам показать, какой он слоистый. Смотрите, какие. Это очень быстрое такое, но в то же время очень слоеное тесто. Очень классный результат получается. Как раз для наполеончиков. А здесь обрезки, когда они уже остыли и раскатаны тонко-тонко. Чтобы у вас не произошло вот такое вот сжатие коржа, при выпечке он насколько сузился. Сейчас покажу, что нужно и как быстро раскатывать без потери в диаметре. Раскатываем в тонкий пласт, поднимаем, переносим на пергамент. Он немного сузится и станет в свою форму, какой он должен быть. И вырезаем. И накалываем вилочкой. Все.
Все, так он у нас не сузится, если мы его все сделаем на пергаменте. Когда хорошо разогрелась духовка, мне хватает и 6 минут, и корж уже готов. Не доставая противень, я просто достаю только пергамент. Вот так вот. И кладу также, не доставая противень, чтобы руки не обжечь, это долго, сразу же корж на него. И все. И раскатываю следующий. Так получается очень быстро и организованно. У меня получилось 13 коржей, вот таких вот красивых и очень слоеных. И еще тарелочка обрезков для обсыпки торта. Заварной крем уже хорошо остыл. И дальше есть несколько вариантов сборки торта. Крем можно добавить уже в таком виде, а можно смешать со взбитым сливочным маслом, либо со сгущенкой. Но я приготовлю самый праздничный и самый вкусный вариант. Так в основном готовят Наполеон кондитеры на заказ. Можно 500 мл жирных 33% сливок, либо литр сливок. Я пробовала и 500 мл, и литр. Но литр мне больше нравится. На это количество крема тогда торт получается максимально пропитанным и очень таким кремовым. Холодные, даже ледяные сливки вливаем в чашу миксера. Можете положить в морозилку на 15-20 минут, чтобы они хорошо охладились. Взбиваем сливки до устойчивой такой пышной массы, начиная с малых оборотов, постепенно увеличивая до максимума. Можно уменьшить количество сливок на 500 мл, тогда несколько коржей нужно убрать, чтобы хватило всего крема пропитать торт. Взбиваем сливки до хорошей плотной массы. И так как сливки холодные, заварной крем также ставим в холодильник, чтобы они были такой же температуры, холодной. И при смешивании ничего не расслоилось. Все, сливки взбились в плотную массу. Теперь смешиваем с заварным кремом. Остывший крем, я его остужала в холодильнике. Хорошенько перемешиваем. Можно венчиком, можно лопаткой, чтобы разрыхлить эту массу. Чтобы крем снова стал таким однородным и бархатным. И дальше в 3 этапа на маленьких оборотах вводим заварную основу взбитые сливки. Крем долго вымешивать миксером не нужно. Как только вмешались 2 массы, объединились, все выключаем. Вот такой вот пышный крем получился. Перекладываем в кондитерский мешок для удобства наполнения и украшения торта. В блюдо, в каком будем собирать торт, ставим каплю крема, чтобы торт не ерзал на тарелке. Кладем первый корж и наполняем кремом. И кладем второй. Можно вверх ногами коржом, потому что эта сторона ровнее. Слегка прижимаем. Если хотите сделать ягодную прослойку, то можете добавить ягодное конфи в прослойках. Но мы любим классический Наполеон, хорошо пропитанный, с такими вот слоеными коржами и вкусным пломбирным кремом. Если коржи получились сильно вздутые, то можно эти коржи слегка прижать, чтобы разрушились пустоты, а потом собирать торт. У меня пустот не так много, так как я хорошо накалывала вилкой коржи. Поэтому там, где есть такие большие расслоения в коржах, я оставила, так как мне очень нравится, когда при разрезе остаются небольшие слоистые пустоты в кусочке торта. Все коржи собрали, украшаем оставшимся кремом и сразу же присыпаем крошкой. Измельчаем скалкой, руками, либо измельчителем. Я измельчу руками. Вот такая вот крошка получилась. И украшаем торт. Сначала бока торта,
Я готовлю домашний торт на день рождения, поэтому сильно не заморачиваюсь над идеальным видом торта. Но если вы хотите, чтобы у вас был красивый ровный Наполеон, тогда соберите коржи в кольце, сверху можете прижать небольшим прессом и оставьте на пропитку на ночь. А с утра покройте оставшимся кремом и украсьте крошкой. Тогда у вас получится максимально ровный и очень красивый Наполеон. И украшаем верх торта. Все присыпаем крошкой. Ну все, Наполеон готов. Если любите хрустящий, то можно уже подавать к столу. Но если любите пропитанный, такой нежный, тогда нужно оставить хотя бы на ночь в холодильнике. Этот торт я приготовила мужу на день рождения. Я пробовала готовить ему много разных Наполеонов, но ему понравился именно в таком исполнении. Похожий Наполеон я заказывала в кафе и не понимала, почему и с маслом, и со сгущенкой, и просто заварной крем не дают такого богатого, насыщенного вкуса, как в Наполеоне от кондитеров. Ну и взбитые сливки в заварном креме, конечно же, дали тот самый неповторимый вкус. Но, конечно же, если коржи у вас будут не тонкие, не слоистые, то особенного вкуса вы не получите. Посмотрите, какой слоистый и красивый получается в разрезе торт. Очень много крема и красивые слоистые пустоты. Торт получился огромный, весом почти 4 килограмма. Обязательно досмотрите видео до конца, в конце вместе попробуем этот торт, и я добавлю приготовленный Наполеон в прошлом году с клубничной прослойкой. Ну что, Наполеон готов? Давайте вместе попробуем. Ой, какой аромат стоит, просто невероятный. Мы уже будем пробовать через, получается, сутки, то есть на второй день. Если будете на первый день, он по-своему вкусный. Еще есть такие небольшие у него места, где он остается слегка хрустящим. На следующий день он уже будет максимально пропитанный, и уже такой хрустящести даже иногда не будет попадаться, все будет мягенько. Так что пробуем на второй день. Пришлось вот такой огромный кусок срезать, чтобы вам срез показать. Как думаете, съем я его весь? Он какой мягенький просто. Боже, как же это вкусно. Это очень вкусно. Это слишком вкусно. Это прям супер вкус. Вау. Так, ну что, я тортик попробовала. Сразу вам скажу, что мне нравится вкус Наполеона на второй день. Когда он такой пропитанный становится, просто вот и крем, и коржи, они вот единые, такие мягкие, вот они начинают дружить друг с другом. Если вы любите хорошо пропитанные, вариант на второй день и с вот таким вот кремом, это будет идеальный вариант. Что хочу отметить в этом торте? То, что в первую очередь мне нравится, что он не тяжелый. Я имею в виду, что коржи сами по себе на сливочном масле тяжелые. И когда вы делаете крем на заварном креме и сливочном масле, получается такой тяжелый крем и коржи еще на масле, и все такое тяжелое. То здесь на сливках, сливки тоже вроде бы жирные, но они дают такую воздушность и легкость этому торту. Мне очень нравится. В таком исполнении крем и коржи это вот самое лучшее, которое я пробовала, исполнение этого торта. Если вы скажете, там сливки не хотим добавлять, дорого, много и так далее, то вы можете добавить 500 мл сливок.
хотя бы немножечко их разведите взбитыми сливками, и уже текстура крема будет вот такой вот совсем другой. Заварной крем с маслом — это совсем другая история. А вот праздничный вариант со сливками — это просто супер вкусно. Обязательно попробуйте. Сливки в креме делают такую пропитку дополнительную коржей, и получаются такие мягкие, пропитанные, вкусные, ароматные. Такой, знаете, тоже сливочный вкус получается торта, но не такой, как в масле. Масло дает, а вот сливки, они более такого воздушность, нежность придают торту. Очень вкусно. Вот в таком исполнении обязательно попробуйте. Это лучший праздничный Наполеон. Это проверено уже, я не знаю, я его тоже лет 5, как нашла этот рецепт, может даже больше, может даже 8 лет я уже его готовлю. Были года, когда я там забывала рецепт, либо не вспомнила о нем, но все равно, когда я возвращаюсь к нему, вот пока я не приготовлю именно вот этот вот Наполеон, мой вот этот рецепт, то никакой Наполеон я не могу быть довольна, любой с магазина, либо кто-то приготовит. Это не то. Вот это вот то. Так что, друзья, искренне вам рекомендую, обязательно попробуйте этот невероятный рецепт Наполеон. Вкус не забываем, нравится и гостям, и нам, и муж доволен, так что радуйте своих близких и сохраняйте рецептик. А если приготовите, обязательно жду ваши фотоотзывы в мой телеграм-канал. Всем огромное спасибо, что досмотрели меня до конца. Всем спасибо и до новых встреч. Пока!